Древний римский философ Цицерон сказал: «Жизнь мертвых продолжается в памяти живых». И отчасти согласна с этим высказыванием. Бессмертие в сознании других является противоядием для смерти. Однако вопрос заключается в том, что именно остается живым. Во-первых, иногда в памяти людей запечатляется не историческая личность, а события в целом. Вспомним поэму Анны Ахматовой «Реквием». Слово «реквием» — это термин, означающий католическое богослужение по умершему. В основе поэмы лежит личная трагедия поэтессы. Однако этим она не ограничивается. Поэма также посвящена всем тем, кто прошел через смерть, духовную и физическую, во время сталинских репрессий, когда безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами. Реквием — это траур по тем, кто был несправедливо обвинен и загнан в тюрьмы и лагеря, и по их близким, кто жал в отчаянии и безнадежности. Автор повествует о бреде и тяжести воспоминаний, о скорби и бессилии, об одиночестве и боли. Оканчивает Ахматова поэму просьбой, что если ей поставить памятник, то это можно сделать только там, где он будет служить напоминанием о человеческой жестокости и страданиях того позорного времени. В том месте, где она и сотни других людей стояли в бесконечных тюремных очередях. Автор призывает никогда не забывать о горе народа. Поэтесса помнила, что она обязана рассказать об этом, потому что говорила не только о своем личном горе, но и о горе народа. Она хотела, чтобы и последующие поколения не забыли об этом страшном для страны времени. Так что Ахматова сама возвела тот памятник, о котором писала в эпилоге. Своим произведением она обеспечила вечную память стомиленному народу и их крикам, которые вряд ли когда-нибудь забудутся. Во-вторых, иногда человек может остаться в памяти других только из-за нескольких своих поступков, великих или низких, а вся оставшаяся его жизнь сбывается и отмирает. Обратимся к трагедии Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь». В своем произведении автор захватывает образы многих исторических персонажей. Например, благодаря ему мы помним Марка Юнея Брута, как человека, который не только предал своего друга, но и своих принцев. Своим произведением Шекспир стремился показать последствия выбора пути обмана и измены, предательства из дружбы и предательства ради достижения высшего блага. Таким образом, последние слова Юлия Цезаря в пьесе «Эту Брут» увековечены и уже несколько столетий используются как упрек неожиданному предателю. В-третьих, иногда в памяти людей остается не сам человек, а только его имя. В этом случае личность человека превращается в жалкую оболочку, наполненную чуждыми для него идеями. Такой подход можно увидеть в пьесе «Калигула» Альберто Камю, где автор описал тиранию римского императора, используя свою философию абсурдизма, приписав своему герою поступки и высказывания, которые он не совершал. В пьесе «Безумная жестокость» юного правителя обретает логику. Исторический персонаж становится марионеткой в руках писателя, который стремился показать неспособность людей властвовать над абсурдом, правящим миром. Своим произведением автор запечатлел Калигулу как ошибающегося, безумного и хладнокровного философа, одержимый своей властью. Таким образом, он отчасти подменил личность римского императора и увековечил его в истории и в сознании многих людей, придав ему другую сущность. Итак, можно сделать вывод, что воспоминания о людях остаются в памяти потомков по-разному. Следовательно, бессмертие достается не самому человеку, а только какой-то части его сущности.